Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот мотив. Я увидела только схему. Где она применяется, в каком изделии, я не знаю. Понравилась схема. Схема идет в цифровом виде. Она цветная. Мы видим, где мы меняем с вами цвета. Ее можно выполнить как в цветовом, так и в однотонном. Однотонный вариант я не довязала. А цветной мы сейчас с вами свяжем. На мой взгляд, очень интересный мотив. Смотрится шикарно. Точно так же, как и схема. Поэтому, кому понравилось, присоединяйтесь. Мы сейчас с вами поработаем. Итак, давайте посмотрим схему. На этой схеме у нас не видно, скажем так, в цвете, потому что распечатка у меня не цветная. Но вы можете в электронном виде смотреть, где у нас меняется цвет. В любом случае мы с вами начинаем с 5 воздушных. И в колечко мы должны связать с вами 12. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков через 3 воздушных петельки. Я связала уже 5 воздушных. Замыкаю их в кольцо. И будем вязать столбики. Хвостики я пропускаю вдоль. Первый столбик это 3 воздушных и еще 3 воздушных расстояния между столбиками. Накид, захожу в колечко и вывязываю столбик с одним накидом. Как вы поняли, далее у нас опять 3 воздушных, накид и следующий столбик. Столбиков должно быть 12. Итак, я прошла первый ряд. 12 столбиков, последние 3 воздушных, и у нас идет арочка. Мы должны в третью петельку связать соединительную петлю. Если мы вяжем с вами одним цветом, значит мы просто с вами соединяем и продолжаем. Но мы будем с вами менять нитку, поэтому я вытягиваю уже через третью петельку, должна вытянуть цвет другого цвета пряжу. Вот, к примеру, вот так. Но при всем при этом мы должны с вами все эти хвостики держать. И я закрепила как бы хвосты. Этот хвост у меня просто уже сам по себе был оторванный. Я не отрезала. Можно его оставить, так как он от мотка. Ну, так как у меня оторванный, поэтому я его сейчас спрячу. И мы с вами переходим под арку и вяжем столбик без накида. И сразу же 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Захожу под эту же арку и вяжем столбик без накида. Вот так. Может быть, даже и лучше будет обрезать. Почему? Потому что он не будет хвостов и изнанка будет лучше смотреться. Сразу же потом перехожу в следующую арку. И здесь у нас идет под эту арку 2 столбика без накида. Следующая арка, столбик без накида и арочка из 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как вы видите, я этот хвостик все время прячу, хотя уже можно было бы уже и отрезать, так как он спрятан. И с изнаночной стороны у нас, видите, спрятан и хвостик от одной и от другой пряжи. И все будет красиво. Итак, мы с вами продолжаем чередовать. Под арку 2 столбика без накида, вторую 2 столбика через 7 воздушных. Итак, я вот обошла по кругу, и вот что у нас с вами получилось. Давайте посмотрим схему. В прошлый раз ее предыдущий ряд не смотрели. Вот смотрите, мы с вами обошли вот этот ряд. Вот он. Видите, идут столбики. И вот эта арочка. Следующий ряд у нас идут, вот вторые будут столбики и обвязка вот этой арки. Мы с вами вот сейчас, если посмотрим на схему, получается связали вот 2 последних столбика. Первый и второй, да? Нам надо с вами перейти вот как бы вот в эту арку, да? И затем сделать еще 2 столбика по арке из 7, 2 воздушных и связать вот такой как бы веер.
Здесь у нас получается 3 столбика с одним накидом и 2 столбика с двумя накидами. Через 4 воздушных повторяем 2 столбика с двумя и 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных и возвращаемся по далее. Так как мы с вами переходим к другому цвету, поэтому вот сюда я вяжу, должна связать соединительную петельку и уже перейти на другого цвета пряжу. Вот так вот. Все хвосты и возьму, сделаю одну воздушную. Вот. Теперь, так как мы с вами этот хвостик можем сейчас попробовать ввязать вот в эту арку, а красную нитку я оставлю, потому что она у нас будет участвовать в дальнейшем. Посмотрим, не знаю, может быть ее придется обрезать, но в любом случае я под арку вяжу 2 столбика без накида. Вот так. Теперь 2 воздушных петли, накид и в эту арочку 3 столбика с одним накидом. Первые 3 столбика, второй и третий. Теперь 2 накида, первый столбик с 2 накидами и второй столбик с 2 накидами. Теперь 4 воздушных петельки, 3, 4, 2 накида, и мы с вами в обратном порядке провязываем эту арку. 2 столбика с 2 накидами и 3 столбика с одним. Обвязали мы с вами столбиками 2 столбика с 2 и 3 столбика с одним. Теперь 2 воздушных. И мы должны сюда еще в эту арку поместить 2 столбика без накида. На мой взгляд, арочка маловато, но я повторила, так как нам показывает с вами схема. Может быть, ее нужно и увеличить. Вот она, видите? Или у меня слишком толстая нитка, вполне что возможно. И сразу же после 2 столбиков без накида мы переходим. Вот здесь у нас были тоже столбики без накида. Мы зашли в первый и во второй, связали столбики без накида. Первый и второй. Вот так. Потом сразу же переходим на следующую арку. В нее 2 столбика. Первый, второй. 2 воздушных, накид. И мы с вами повторяем обвязку. 3 столбика с одним накидом. 2 столбика с 2 накидами. 4 воздушных. И так идем по кругу. У кого не помещается, сократите количество столбиков для того, чтобы все-таки получить обвязку этой арки. Итак, смотрите, вот что у меня уже получилось. Вот такой цветок, да? Если посмотреть вот этот же цветок, только в однотонном варианте, я дальше не стала вязать, и уже вот в таком варианте. Теперь мы должны по схеме с вами оказаться, вот видите, по схеме должны быть оказаться вот в этом первом столбике, для того, чтобы начать вязание, и это уже будет у нас другого цвета нить, то есть это уже у меня в красной будет. Как попасть нам в эту точку? Вот здесь у нас есть столбик первый, мы можем с вами, но в любом случае нам нужно здесь соединиться. Так, это мы с вами завершили ряд. И можем обрезать здесь нитку и уже в этом столбике соединиться. Можем с вами пройти соединительными столбиками, дойти до нашего столбика. Вот, допустим, столбик. Да, и я уже захватываю другого цвета нитку и протягиваю ее через эту петлю. Далее иду 1, 2, 3, 4 столбик с 2 накидами. Первый, вот он, этот первый, вот он у нас второй столбик с 2 накидами. Далее у нас идет столбик, 2 столбика с одним накидом. Вот он первый, вот он второй. Дальше у нас идет с вами, ну, я бы, наверное, сказала, что это у нас идет полустолбик. И вот в эту арку мы с вами вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Накид в
первый столбик у нас идет полустолбик. Далее у нас идут 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. И 2 последних столбика с 2 накидами. Первый и вот он последний, второй. Вот так мы с вами обвязали эту, вот этот как бы веер или эту арку. Далее мы сразу же с вами вяжем. Переходим на следующий лепесток, веер, и в первый же столбик, соединяясь с последним, связали столбик с 2 накидами. Последовательность вы понимаете. 2 столбика с 2 накидами, 2 столбика с одним, полустолбик, 3 столбика без накида, и так идем с вами по всем этим лепесткам. Итак, смотрим, что у нас с вами получилось. По-моему, очень даже красиво, да? Вот этот мотив, пока я его не вязала, я не знаю, мне не представлялось, что с ним можно связать, но вот сейчас мы с вами понимаем, что это может быть и плед, если вот такая толстая пряжа. Если это будет тонкая пряжа, то это может быть даже и кардиган какой-то очень, или же вставки, какие-то полосы. Ну, более тонко это может быть и скатерть. То есть все можно продумать согласно толщины пряжи. Последние столбики мы с вами соединяем с 4 петелькой подъема. Ну, в принципе, ряд завершен. Далее наш ряд мы должны с вами связать, если посмотрим на схему, у нас идет столбики без накида, один в один. Единственная разница в том, что здесь у нас было 3, то есть в центральный столбик мы с вами вяжем 3 столбика для поворота. Да? Было 3, станет 5. Вот 1, 2, 3, 4, 5. А так петля петлю, как говорят, да? Столбик в столбик. Но, опять-таки, мы здесь с вами, согласно схемы, должны поменять наш цвет. Поэтому я последний столбик вот как сделаю. Подтяну другого цвета пряжу. И в 4 петлю подъема протяну. А здесь закрепила. Все. И теперь сделали как бы петельку подъема, будет столбик. И мы с вами пошли вдоль всего мотива, вяжем столбики без накида. Ничего сложного. А вот здесь я уже довяжу, хотя особо и времени нет. У меня свет выключают, буквально дают на несколько часов в сутки. Вот столбик, и центральный столбик мы с вами вяжем 3. 1, 2, 3. В этот столбик 1. Ну и далее мы с вами все движемся по кругу. Главное, чтобы здесь у нас был поворотные столбики. Итак, обошли мы с вами этот ряд. Теперь смотрим. Дальше у нас с вами что идет? У нас дальше идут столбики с одним накидом. Если посмотрим, то это как бы будет последний ряд или предпоследний, если мы планируем с вами связать вот эти арки, соединение мотивов через арки или же соединение просто через столбики. Тут уже вы решаете самостоятельно. Ну, в любом случае, нам с вами нужно завершить этот мотив. Я вот уже связала соединительную петельку, но вот так вот, если мы сделаем, вот здесь у нас с вами была петелька подъема, и мы в нее должны зайти и вытянуть другого цвета пряжу. Вот так. Эту нитку, в принципе, зеленую мы с вами уже можем обрезать и спрятать для того, чтобы... Я уже так и сделаю. Обрежу эту ниточку. Да, и мы ее сразу же спрячем. Но тут у меня сразу возникает вопрос. Мы с вами можем захватывать за 2 петли, тогда будет один вид нашего изделия. Вот 3 воздушных, это первый столбик. Вот видите, вот за 2 петельки, где они, вот они, и захватывать эту нитку. Мы сейчас с вами попробуем и одним вариантом, и другим вариантом, да, захватывая 2 петли, полупетли.
Вот так вот. То есть у нас получается вот один вид изделия. Столбики с одним накидом. Вот так. И вот так. Ну, сейчас дойдем. А следующую сторону мы попробуем с вами сделать иначе. Вот это выглядит так. Опять-таки в центральный столбик мы с вами вяжем вот 3 столбика. Когда я вязала эти 3 столбика, поняла, что второй вариант у нас особо не получится. Какой второй вариант я предполагала? Захватывать за заднюю полупетлю и вывязывать столбики с одним накидом. Вот так. Видите? У нас получается, как бы идет дорожка из передней полупетли. Вот так или так. Но когда мы заходим с вами в центральный, вот этот центральный, то есть нам нужно будет вот в полупетлю, не всю захватывать, а в полупетлю. Сейчас я довяжу, и мы уже с вами посмотрим конечный результат. Итак, смотрите, вот что у нас с вами получилось. На мой взгляд, очень красивый мотив. Опять-таки, я перейду к схеме. Мы с вами связали вот этот ряд. И по схеме дальше идут арки через одну воздушную, арочки по 3 воздушных. Вот эти арки по схеме должны быть в моем варианте зеленого цвета. Как я уже сказала, что мы их можем вязать, можем не вязать. Все зависит от того. Я думаю, что это какая-то скатерть была. Потому что вот схема такая выше, как я сказала. Посмотрите, если это может быть какой-то теплый кардиган или полупальто, пальто связанное, то мы можем сразу же соединять столбиками для того, чтобы было меньше дырочек у нас в нашем полотне. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч!